go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые гибридные наушники от компании Queen of Audio стоимостью $220, совместно выпущенные в коллаборации с популярной японской поп-певицей Eir Aoi. И приходят эти наушники в средней по габаритам коробке с очень приятным оформлением, где на лицевой части здесь имеется логотип компании и указано название модели этих наушников, а именно Misty Blue. Ну а здесь уже указаны технические характеристики этих наушников и имеется график частотной характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает два динамических драйвера. Один диаметром 10 мм для низких частот, а другой диаметром 8 мм уже для средних частот. А для области верхней середины используется кастомный арматурный излучатель от Queen of Audio. И за высокие и ультравысокие частоты отвечает еще один арматурный излучатель, но уже от Knowles. В общем, очень даже хорошая такая и интересная связка у них получилась. Но чувствительность составляет 105 дБ, и они получили сопротивление 30 Ом. И на раскачку я вам сразу скажу, что эти наушники довольно легкие. Но теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. Сюда вы можете поставить как балансный штекер на 4,4 мм джек, так и обычный штекер на 3,5 мм. Специальный адаптер с USB-C подключением. Инструкция по использованию наушников. Тряпочка для протирки наушников. Небольшой чехол для наушников. Хороший фирменный кейс. Ну и два набора силиконовых амбушюр. Эти наушники довольно небольшие и имеют, на мой вкус, очень привлекательный и крайне приятный внешний вид расписанных вручную лицевых панелей, которые сразу притягивают к себе внимание. И да, их дизайн похож на необычные переливающиеся узоры из песка под воздействием ветра и воды, что смотрится, согласитесь, очень круто, особенно если еще к этому включить фантазию. Да и металлический логотип компании на левом наушнике и надпись Eir Aoi на правом наушнике хорошо завершают концепцию дизайна этих наушников. Ну а здесь у них располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а рядом находится единственное отверстие для компенсации, которое справляется со своей функцией отлично. Ну а звуковод у них не слишком длинный и имеет диаметр 6 мм, а также получил выделенный бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр и был защищен металлической сеточкой с узором. Ну а поскольку эти наушники небольшие, анатомически выполнены правильно, то сидят они в ушах прям реально отлично, и вопросов к их удобству и посадке у меня никаких нет. Да и радует довольно щедрый выбор из различных силиконовых амбушюр из комплекта. Есть как и фирменные от Queen of Audio, так и популярные Triclarion, которые лично мне очень понравились. Да и к тому же качественный кабель с модульной системой штекеров очень хорошо подходит к этим наушникам, и можно использовать его с ними без проблем. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики гибридных наушников Queen of Audio Misty Blue. И эти наушники имеют усиление низких частот на 9 дБ с очень плавным переходом в область нижней середины. А область верхней середины здесь имеет даже меньшее усиление, чем на моем таргете, благодаря чему эти наушники в этой области звучат очень нейтрально и плавно. Да и высокие частоты тут в плане своей продолжительности реально очень хороши и лишь плавно затухают уже после 18 кГц, что является просто отличным результатом. И как вы понимаете, друзья, здесь мы имеем отличный пример очень нейтрального и сбалансированного тюнинга с умеренным количеством низких частот, аккуратно подчеркнутой серединкой и продолжительными высокими частотами. Ну а теперь давайте уже обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в наушниках Misty Blue — это про зрелую и аккуратную подачу. И первое, что бросается при прослушивании, это то, что они не стараются перетянуть все внимание на себя, как,
например, уже в басхедных наушниках, поскольку бас здесь точно не навязчивый, не чрезмерный, но при этом он всегда присутствует там, где он реально нужен. То есть это точно не сухая и бесформенная подача, а именно правильная и с хорошим ощущением фундамента, где бас уходит глубоко и его глубина сразу ощущается как основа всей музыкальной картины. Он дает необходимый вес и телесность звуку, добавляет масштаба, но никогда не переходит в гул или рыхлость, и при этом он по восприятию подчеркнуто собранный и чистый. И именно это и делает восприятие нижнего диапазона таким приятным и естественным. И, например, в электронной музыке он уже добавляет атмосферности и создает необходимый объем, а в живых инструментах дает правильное чувство зала и воздуха вокруг басовых партий. А вот мид-бас звучит очень живо и панчово. Тут есть и динамика, и хороший удар, и нормальная, как для динамического драйвера, скорость атаки. Каждый барабанный удар ощущается рельефно, читаемо и с нужной плотностью. Бас-гитара подается прям так телесно и с правильным весом, но при этом она не забивает остальные частоты. И я бы сказал, что именно мид-бас отвечает здесь за тот самый драйв, который делает треки уже более ритмичными и вовлекающими. И, например, в роке и джазе он отлично передает ритмическую основу и добавляет музыкальности, а уже в поп-музыке он делает звук более насыщенным и округлым. Ну а в хип-хопе и электронной музыке создает уже более масштабный энергичный напор, но всегда сдержанный без перебора, поскольку, еще раз повторюсь вам, это точно не басхедные наушники. Ну и отдельно стоит сказать про текстурность баса. Misty Blue отлично передают фактуру, то есть это не просто такой общий басовый тон, а именно мелкие нюансы и оттенки. И, например, бас-гитара звучит с характерной вибрацией струн, слышно тело инструмента, а не только низкочастотный фон. А электронный бас уже не скатывается в кашу, а наоборот остается таким прозрачным и плотным, но в то же время разборчивым. И это придает басу естественность, благодаря чему он не кажется искусственно, так скажем, разобранным по кускам, но и не сливается в однородную массу. Ну и в целом низкие частоты в Misty Blue это уже прозрелый баланс. Они точно не пытаются удивить вас безумным каким-то количеством, зато впечатляют качеством и тем, как вплетены в общую подачу. Этот бас не забирает все внимание на себя, а поддерживает всю картину, добавляя музыке глубину, масштаб и ту самую телесность, которая делает прослушивание уже комфортным и в то же время захватывающим. И это именно тот случай, когда можешь слушать долго и не устаешь, а наоборот получаешь удовольствие от того, насколько все звучит цельно и гармонично. Ну а средние частоты в наушниках Misty Blue сразу ощущаются как главная часть их характера. Именно они задают то самое настроение, которое держит ваше внимание. Из первого прослушивания я сразу заметил, что эта середина звучит тепло, насыщенно и при этом очень чисто. Вокал подается близко, живо и эмоционально, но без какой-либо навязчивости. Да так, что создается ощущение более естественного присутствия. И слушаешь, и кажется, что голос буквально рядом. И в то же время нету давления или перегруза, как уже в более энергичных наушниках с Harman настройкой. Поэтому подача тут остается легкой и комфортной для вашего восприятия. Мужские голоса звучат плотно и основательно, есть вес, есть и телесность, и они воспринимаются цельно, без намека на какую-либо тонкость или пустоту. А женские вокалы наоборот уже более воздушные и утонченные, но при этом с приятной мягкостью, которая делает их очень комфортными для длительного прослушивания. И эта разница подчеркивает универсальность подачи, как грубый мужской голос, так и уже более нежный женский. Но инструменты раскрываются богато и фактурно. Гитара звучит с правильным звоном и такой легкой хрустящей текстурой струн, а фортепиано ощущается объемным и с правильным балансом атаки и послезвучия. Есть и удар клавиш, и легкое дыхание пространства вокруг нее. Ну а струнные в классике уже подаются гладко и выразительно, живой вибрацией, создавая ощущение погружения в зал, где они звучат в реальности. И здесь особенно приятно то, что все не сливается здесь в какую-то одну непонятную общую массу, а каждая деталь имеет свою фактуру, но при этом остается как бы частью цельной и завершенной картины. И по тональности середина у Misty Blue точно не уходит в какую-то сухую чрезмерную мониторность. Наоборот, здесь есть легкий акцент на теплоте, и именно он и добавляет музыкальности и эмоциональной вовлеченности. То есть это, так скажем, не окрашивание ради какого-то добавленного красивого эффекта, а скорее та самая живая подача, которая делает звук более цельным и привлекательным. Детали при этом не теряются, а напротив, теплый оттенок делает их подачу более связанной и приятной. И в итоге середина у Misty Blue звучит живо и насыщенно, с
правильной теплотой и телесностью, благодаря чему вокал и инструменты ощущаются близко и натурально, и при этом она остается аккуратно нейтральной, без какой-то лишней окраски или резкости, позволяя вам полностью погружаться в музыку и наслаждаться каждой деталью их звучания. Но высокие частоты в Queen of Audio Misty Blue сразу производят впечатление максимальной зрелости и выверенности. Здесь точно нету попытки удивить вас какой-то чрезмерной яркостью или искусственно добавленным блеском, поскольку подача ощущается чистой, прозрачной и мягкой. И первое впечатление — это естественная легкость, в которой нету ни агрессии, ни усталости, но есть правильный баланс и спокойная уверенность. И детализация на верхах здесь подкупает вас именно вот этой своей приятной тонкостью, благодаря которой здесь легко различается дыхание инструментов, легкие касания, послезвучие и ощущается пространство и реверберации, которые создают атмосферу записи. Но при этом эти нюансы точно не выпячиваются излишне вперед, как уже в более светлых наушниках, и не забирают на себя все внимание. И, например, перкуссия, тарелки, хай-хеты здесь подаются мягко и округло, и без металлической какой-то сухости или неприятной арматурной резкости. Здесь есть и воздух, и есть легкое сияние, но оно не ослепляет вас и не сбивает. То есть это очень такой правильный тональный баланс, где музыка словно дышит, сохраняя свет и простор, и это создает чувство более открытой сцены, где все подано ясно и естественно. И особенно приятно, что верхний диапазон здесь не скатывается в какую-то темноту и не теряется за серединой. Он остается чистым и воздушным, создает ощущение правильной легкости и прозрачности, и даже на записях уже с более ярким современным сведением, к моему удивлению, Misty Blue не утомляет слух. И вот именно поэтому эти наушники слушать можно часами и весь день напролет. И ваше внимание не устает от какой-то резкости или искусственных акцентов, чего уже не скажешь, кстати, о более ярких наушниках. Ну и в итоге высокие частоты в Misty Blue можно назвать примером зрелого и уравновешенного подхода. Они утонченные, воздушные, естественные и по-настоящему музыкальные. Это тот случай, когда верхний диапазон не спорит с остальными частями спектра, а как бы органично их дополняет, создавая цельную и гармоничную картину. Но звуковая сцена в наушниках Misty Blue сразу дает понять, что здесь над ней серьезно поработали. Она не просто широкая, просторная и объемная, и с правильным ощущением глубины и расстояния между инструментами. Музыка здесь звучит вокруг вас, а не просто как бы зажатой внутри головы. И у вас появляется чувство, что вы сейчас находитесь в реальном акустическом пространстве, где по ширине эта сцена прям реально впечатляет своей свободой. Инструменты не давят друг на друга, и у каждого есть свое место. Левый и правый каналы читаются четко, и между ними есть достаточно воздуха. И даже уже насыщенные какие-то треки не превращаются в плоскую стену звука. И все остается максимально открытым и естественным. Да и по глубине Misty Blue тоже показывают себя очень даже хорошо. Вокал звучит близко и интимно, а позади него выстраиваются как бы уже второстепенные партии, реверберация какая-то и атмосферные эффекты. И получается своего рода очень такая многослойная картина, где передний и задний планы читаются ясно, и у вас создается ощущение присутствия и живости записи, где барабаны, бас-гитары, вокал и дополнительные инструменты легко различимы, но при этом все это остается как бы частью единого целого. Ничто не выпадает и не разрушает гармонию, а наоборот, эта сцена ощущается естественной и максимально прозрачной. И в итоге Misty Blue дает звуковую сцену, которая просторная, глубокая и натуральная. Она не старается удивить вас каким-то безумнейшим масштабом, но создает ощущение, что музыка живет вокруг тебя. И это сильно усиливает эффект погружения, делая прослушивание уже более живым и комфортным. Ну а вывод у меня получился таков. Queen of Audio Misty Blue — это без всяких сомнений отличные гибридные наушники с очень сбалансированным характером и зрелым музыкальным звучанием. Они теплые, приятные и при этом прозрачные и детальные. Звук ощущается естественно и очень органично, но звуковая сцена хорошо проработана и просторна, и при этом все звучит цельно и очень комфортно для вашего восприятия. И с ними сразу хочется просто взять, погрузиться в музыку, полностью отдаться трекам и атмосфере, которую они создают, и слушать просто долго и наслаждаться каждой деталью. И от себя я смело рекомендую вам эти наушники к покупке. Любители такой подачи точно будут довольны. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!